Всем привет, это Лего Гараж. Мы начинаем обзор в этом месте. Это моя новая студия. Видите, новый стол, стеллажи пока не расставил. Машинки, когда они выходят, это всегда событие для фанатов покупателей компании Lego, потому что это машинки. Мальчики любят машинки уже с рождения. Мальчикам не нужно объяснять, почему они должны покупать игрушки-машинки. Они сами их выбирают с самого раннего детства. У компании Lego первые радиоуправляемые, в кавычках, машинки вышли в 2000, нет, даже до 2000-х годов. Это начало 90-х, когда была еще система 9 вольт, моторы даже не Power Functions. И первыми пультами служили, по сути, собранные вручную пульты с двумя переключателями полярности, типа тех, которые в Power Functions используются. И, соответственно, управление производилось с помощью проводов. То есть вы бегали за машинками как с поводком. Для многих из вас это дико, потому что вы родились, когда уже такого не было. Так вот, тогда это было нормой, и никто не задумывался о том, что проводок это неудобно. Люди бегали за машинкой с проводом, это было нормально. В 2007 году появилась система Power Functions, и первая модель, с помощью которой презентовали весь потенциал новой системы, был бульдозер 8275. Далее, через 2 года вышел экскаватор, который был с коробками передач и имел много функций, тоже эпохальная модель. К слову, бульдозер 8275 был признан игрушкой года, благодаря инновациям, конечно, в кавычках. Инфракрасное управление – это было уже далеко не инновацией. Следующий этап – это выход в 2012 году модели 9398 Crawler. Эта модель была первым полноприводным автомобилем, радиоуправляемым в исполнении компании Lego. И к выходу этой модели компания Lego готовилась долго. Эта модель разрабатывалась порядка 3 лет. Было выпущено ряд деталей, которые сделали возможным этот выход модели. Во-первых, это были портальные редукторы, которые позволяли снизить нагрузку на шестеренки, привода, оси и так далее. То есть, чтобы нам максимально отодвинуть повышение крутящего момента ближе уже к колесам. Так было сделано с помощью портальных редукторов. Более того, для данного набора была выпущена серво, и также были выпущены L-моторы. Для сегодняшнего дня многие считают эту модель, прямо, не знаю, обязательной к покупке, даже пусть на БУ. Этого я коснусь в конце обзора. Не будем спорить, что модели, которые делают фанаты, действительно поражают и проходимостью, и скоростью, и дизайном. Но, к сожалению, компания Lego не может выпустить такие же крутые модели по той простой причине, что они заботятся о безопасности своих товаров. Все фанатские машины, если смотреть уже более близко их, они все сделаны, во-первых, не по стандартам качества, они сделаны не настолько надежными, какой должна быть игрушка Lego. Есть определенные требования, которым эти модели не удовлетворяют. Поэтому все, что выпускает Lego, как правило, сразу же хейтится, потому что это не едет, это слабо, это медленно. Но, тем не менее, Lego каждый раз пытается что-то нам предложить, как с теми же порталами, как с теми же редукторами, которые в новой модели будут использованы. Поэтому, когда мы смотрим обзор новой машинки, мы, естественно, сравниваем ее с тем, что мы можем сделать сами. Сегодня наш гость – это набор 42099. Я скажу, что это флагман. Почему это флагман? Потому что модель 42100, которая идет следом, выходит в октябре, это все-таки не массовый набор, это скорее какой-то отдельный коллекционный продукт для демонстрации текущих возможностей компании Lego и, в частности, новой системы PowerTap, которую они так сейчас активно пиарят. Данный набор будет продаваться как минимум 3 года. Я думаю, сейчас мы перейдем с вами в студию, а потом вернемся для тестов сюда еще раз. Рекомендуемая розничная цена набора составляет 16 999 рублей. Поначалу так и будет, но я уверен, что со скидками данный набор будет достигать цены 11, а то и 10 тысяч рублей, как текущие флагманы. При том, что текущие флагманы стоят немного дороже в текущем каталоге. Все-таки здесь 958 деталей, это даже меньше 1000 того психологического порога, который обычно достигается во всех флагманах. Набор поставляется вот в такой коробке. Коробка меньше даже, чем у Crawler 9398 и гораздо меньше коробки от автовоза. Опять же, количество деталей небольшое. С обратной стороны у нас основная модель и основные характеристики, в том числе акцент на том, что данный набор управляется с помощью смартфона или планшета. Пульта в комплекте здесь нет. Если у вас нет смартфона или планшета совместимого,
то вы не сможете управлять этой игрушкой. Возможно, в будущем будет совместимость с пультами, которые идут в наборах с поездами, но пока эти пульты не могут скоммутироваться вместе с блоком, который встроен в данную модель. Ну и как вы заметили, у набора нет альтернативной модели. На удивление, в наборе немного деталей и немного пакетов. Вот это все, что вы встретите в наборе. Согласитесь, для флагмана маловато. По самим деталям тоже все просто, здесь все помещается на одном развороте. Следует отметить, что здесь впервые представлены детали техник в цвете Bright Orange. Это немного ярче, чем стандартный оранжевый, но в то же время далеко не желтый. Новый цвет — это 8 панелей и 4 типа балок. И как обычно бывает, ни одного коннектора в данном цвете. По сути, данный набор нужен будет нам только из-за новой электрики, и, как оказалось, еще и новые ступицы нам преподнесли вместе с приводами. Новые ступицы — это заменитель портальных редукторов, которые предназначены для работы с так называемой независимой подвеской. Ступицы идут сразу собранные, они не разборные, по крайней мере, они так плотно собраны, что я не представляю, как их забрать. Единственное, что я смог сделать, это сделать рентген, записавшись в зубной кабинет. Внутри нас ждет планетарная передача. Когда крутишь этот редуктор, он очень туго идет. Во-первых, потому что там сильное понижение, 1 к 5,5. Мы видим, да, как быстро крутится у нас ответная часть, входная часть для шруса. И официально озвученное соотношение примерно 1 к 5,5. То есть это значит, что на выходе ступица имеет скорость вращения в 5,5 раз меньше, чем на входе имеет привод вала. И в то же время крутящий момент возрастает в 5,5 раз. Отмечу, что на старых портальных редукторах максимальное понижение, которое можно было сделать, это коэффициент 3, то есть передача с 8 на 24 зубую шестерню. И с большими колесами из мира России этого было уже недостаточно. Возможно, внутри есть смазка. Судя по рентгену, металлических деталей внутри нет, это полностью пластиковая ступица. Плюс в том, что она люфтит гораздо меньше, чем все предыдущие ступицы. Ну и минус в том, что, скорее всего, она также подвержена повреждению от пыли, песка и так далее. Поэтому играть с ней на улице вы можете только на свой страх и риск. К слову, в инструкции я не нашел обозначения, что данный набор предназначен только для игры в помещении. Может быть, где-то мелким шрифтом они написали, как это любят делать. Кроме того, что они, скорее всего, неразборные, есть еще один минус, который, на мой взгляд, ограничит их применение. Немного огорченный, знаете чем? Тем, что эти шары здесь несъемные. Тем самым вынуждают нас делать либо независимую подвеску, либо делать мосты. Если делать сейчас неразрезной мост, передний поворотный, то обязательно нужно крепить будет вот эти шаровые к рычагам подвески. Старые ступицы, они обладали отверстиями, ну либо вот это вот отверстиями, которые позволяли нам вставить сюда либо пин, либо шар. Если мы вставляли пин, то мы могли делать мост, обычный неразрезной мост, который вот таким образом мог у нас работать, поворачивать. Здесь нас этого почему-то лишили, хотя я не вижу здесь каких-либо проблем для того, чтобы было сделать отверстие по типу старых ступиц и внедрять туда уже по необходимости либо пин, либо шар. И, к сожалению, если вы сломаете их, то вы не сможете уже отремонтировать. И это, на мой взгляд, будет слабым местом данной детали. Для обычных же задних мостов достаточно просто перевернуть ступицу на 90 градусов и закрепить ее так, как вам это удобно. Вылет у ступицы здесь точно такой же, как и у обычных ступиц. Это радует. И это гораздо меньше, чем у портальных редукторов. Это значит, что вы можете использовать ступицы в машинах, где есть арки. И арки не будут вам ограничивать ход поворота колеса на передней оси. Ступицу можно использовать не только с колесами данного размера, но и с колесами меньшего размера. До конца не влазит. Вы видите, пины там немножко не дошли до пазов. Все из-за того, что эта часть шире, чем на обычной ступице. И с другой стороны тоже не влазит здесь. Вообще не влазит. Вот тоже диск есть старый. Тоже, видите, упирается. Не влазит до конца. Поэтому маленькие диски отпадают, остаются диски больших стандартных размеров. Здесь все предсказуемо хорошо. Защелкивается до конца. Далее вот эти диски тоже будут интересные, потому как порталы использовать с данными колесами было не очень удобно. Ну и пуллеры. Ну и обратной стороной. Обратной стороной тоже вроде бы влез.
Например, мы легко можем одеть сюда диск 62 мм, и он не будет ни обо что тереться, абсолютно свободно вращается. Другой вопрос, что скорость вращения такого колеса будет маленькая, и на входе нужно очень быстро вращать вал привода. По сути, с данными ступицами мы можем заставить ехать абсолютно все модели большого размера. Например, раллийная машина, Porsche, Bugatti при использовании других колесных дисков. Мадокин Шаман вообще идеально под эти ступицы подходит, и он просто будет изумительно ездить, на мой взгляд. Ну и, конечно же, модельки меньшего размера, это и маленькие краулеры, которые раньше из-за портальных редукторов выглядели нелепо, потому как колеса очень сильно двигались в стороны при повороте. Сейчас же с маленькими ступицами у нас будут и маленькие краулеры, и даже микрокраулеры можно строить. В трофи-классе будет сейчас какое-то оживление, там можно использовать будет независимую подвеску, это будет супер. XL-моторы использовать для привода таких ступиц уже будет не очень интересно, потому что там очень медленное вращение на выходе, а нам нужно будет использовать что-то быстрое, в идеале даже багги-моторы. Кстати, вот сам привод. Слушайте, ну довольно крепко выглядит. И деталь такая, я не представляю, как ее можно сломать. Но сломать ее можно. Входит очень туго, здесь нет свободного хода, как в CV-джойнтах старого типа. Очень туго держится. Здесь она должна защелкнуться, я так полагаю. Да, хорошо защелкивается. Слушайте, ну и угол, честно говоря, не очень большой. Смотрите. Вот максимальный угол, наверное. Угол работы старого шарнира и нового. Сейчас максимум загнул, насколько смог. Смотрите, этот продолжает крутиться, хотя, конечно, с определенным усилием в некоторых углах, в некоторых позициях вала. Этот же у нас очень туго крутится, старого типа. Сильного такого увеличение угла работы не произошло. Примерно в таком максимальном угле работает новый, давайте будем называть его шрусом. В наборе используются амортизаторы красные, вы видите. Это аналог желтых жестких амортизаторов, тех самых, которые используются во всех автомобилях той же раллийки, Bugatti или Porsche. Только они здесь в красном цвете. Жесткость абсолютно такая же, и я знаю, что многие из вас ожидали, что будут какие-то новые длинные амортизаторы, но на крайний случай те, которые использовались в 93-98. Да, они действительно обладают большей жесткостью, у них больше ход, но у них есть слабое место, это очень слабая верхняя точка крепления, которая постоянно трескалась. Нет, я сейчас не оправдываю компанию Lego, я действительно тоже не очень доволен использованием таких амортизаторов, однако, когда мы пойдем дальше с вами и будем смотреть функционал модели, мы поймем, что здесь этих амортизаторов было вполне достаточно, а те старые были бы избыточными и просто бы привели к удорожанию набора. Ну и моторы электрика. По части привода используются два мотора, причем мы уже успели окрестить приводные моторы XL моторами, потому что они такой же примерно размер имеют, как XL мотор. Единственное, что по бокам он не бочкообразной формы, а ступенчатые срезы такие. На мой взгляд, это компактнее, моторы можно будет встраивать куда-то в раму, более компактно, плотно. Опять же, с другой стороны, моторы стали длиннее на 1-2 студа по сравнению с моторами Power Functions. Так вот, приводные моторы мы окрестили XL моторами, по факту они оказались теми же самыми L-моторами, просто в новом корпусе. Примерно то же количество оборотов в минуту они дают и примерно такой же крутящий момент. У меня будет отдельное видео по электрике, но я не буду вас томить, я вам, пожалуйста, вот покажу сейчас характеристики новых моторов. Обращаю внимание, что поворотный мотор, который используется в поворотной системе, он немножко меньше, чем моторы приводные, однако скорость вращения и крутящий момент у них очень похожи. У меня возникает вопрос, в чем разница между ними? Оба мотора содержат энкодеры, то есть оба типа моторов могут использоваться как сервомоторы, потому что там есть датчик оборотов, датчик скорости. Причем вы в дальнейшем сможете сами настраивать количество оборотов, которые будет делать серво. Не только 90 градусов, как в обычной классической PF-серве, но и можете настроить либо меньший угол, либо даже больший угол вращения. Это все будет реализовано на программном обеспечении Powered Up или Control+. Итак, моторы. Я отвлекся. Значит, моторы имеют абсолютно схожие характеристики при тестировании без нагрузки. Отсюда делаю вывод, что, возможно, у
больших моторов, так называемых XL, у них больший размер магнитов. Может быть, они при нагрузке меньше проседают. Я не знаю. И практики пока нет. Возможно, когда я разберу модель и уже буду использовать эти моторы на самоделках, я смогу понять, в чем же их разница на практике. Ну и кроме моторов, здесь новый блок, батарейный блок, который совмещает в себе также и приемник сигнала Bluetooth, для того, чтобы вы могли соединять модель со своим мобильным устройством, планшетом либо телефоном. Он содержит отсек для батарей, который вынимается оттуда целиком для удобства извлечения батарей. И таким же образом я уверен, что появится литий-полимерный блок, который будет также вставляться вместо батарейного блока. Это еще один повод для хейта, почему в 2019 году LEGO до сих пор использует батарейки. На мой взгляд, первая причина — это удешевление конструкции, потому как LEGO очень качественно, очень тщательно относится к безопасности игрушек, и любая литий-полимерная батарейка — это потенциальная опасность. Вспомните новые смартфоны Samsung, которые провалились в продажах только из-за того, что батарейки не обладали нужным качеством. И это ведущий производитель смартфонов, конкурент компании Apple. Что говорить о LEGO? Я думаю, что они не будут рисковать репутацией и сделают этот батарейный блок как отдельный, продающийся отдельный блок расширения для ваших моделей. Тем самым покупка данного блока, она будет осознанна, и вряд ли она попадет случайно к ребенку в руки. Но я полагаю, цена по аналогии со старым литий-полимерным блоком будет не меньше тех же 50 евро. С литий-полимерным аккумулятором было бы куча ограничений на перевозку данных наборов в самолетах, что затруднило бы логистику для компании LEGO. Блок обладает 4 портами для подключения 4 моторов, либо диодов, либо датчиков. Да, это сейчас универсальная экосистема, которая будет совместима и с Wii-U, и с City, и с техником, и даже будущий EV3, говорят, будет основан на этой же системе. По начинке этот блок аналогичен блоку, который используется в наборах тематики Boost. Там тоже 4 канала, правда 2 из которых уже заранее заняты встроенными 2 моторами. Точно так же тут есть 3-осевой гироскоп, как в системе Boost. И в этом наборе он используется, хотя больше носит информативный характер. И так как здесь нельзя подключать к одному порту более чем одного устройства, то есть один мотор, то у нас 3 мотора занимают 3 порта из 4. Остается только один порт, который, может быть, в перспективе можно бы занять диодами или дополнительным мотором для топ-функций типа лебедки. Ну и напоследок, батарейный блок имеет больший размер, чем классический большой батарейный блок LEGO Technic. Но здесь это объяснимо. Тут встроенный гироскоп, плата управления, Bluetooth и так далее. Еще здесь есть новая деталь, так называемая деталь, ее почему-то прозвали именем бисквит. Что в ней бисквитного или сладкого? Обычная пластмассовая ABS-деталь. И она чем-то вот родственна вот с этим типом деталей, наверное, тем, что у нее много разных перпендикулярных отверстий крепежных. Я думаю, будет очень полезная деталь. Она имеет размер 3 на 3, очень универсальная деталь, потому что у нее очень много крепежных отверстий в разных направлениях и плоскостях. Еще одна деталь, о которой я забыл упомянуть, это фиксаторы проводов. Вот она, новая деталь для крепления фиксации шлейфа. По сути, такие вот заклепки, в которые вы вставляете кабель и фиксируете его где-то конструкцией, чтобы не торчал всяко разное. Одна инструкция только для основной модели, вы знаете, B-модели здесь нет. И большой лист наклеек. Здесь больше 20 наклеек, и по сути вы видите, почти весь корпус модели, кроме крыши, заклеен наклейками. Сборка здесь достаточно быстрая, управиться можно, наверное, часа за 2-3, 4 максимум. 3 номера пакетов — это 3 этапа сборки, как видите. Большой передний мост, задний мост и кузов модели. Никаких замороченных повторных сборок и так далее, все достаточно быстро. Двигаемся дальше, внешний вид модели. Для начала следует определиться, что это вообще такое. Нам говорят, что это экстремальный внедорожник. Это не краулер, как было с предыдущим набором. Несмотря на то, что у него огромные колеса, огромный вылет, мосты. На первый взгляд можно подумать, что это внедорожный какой-то корч для соревнований по бездорожью. Тут мы видим, что есть какие-то остатки от кабины. Но если взглянуть на кабину, мы увидим, что здесь очень узкие окна. Также лобовое стекло очень узкое. Возможно, они не узкие, а просто модель широкая. Тогда я могу сделать вывод, что модель создана на базе либо какого-то грузовика, либо на базе Хаммера. В общем, пропорции кабины у меня вызывают сомнения. Сразу скажу, что сиденья очень маленькие, они теряются в данном размере кабины. И опять же, ассоциации возникают с грузовиками и Хаммером. Руль здесь закреплен, честно говоря, не очень красиво. Он, во-первых, очень высоко, хотя можно было его сделать ниже. Он перекрывает обзор, и к тому же он находится
практически рядом со стойкой. Но это мелочь, это детализация вторичная здесь. Вся кабина сделана в цвете Bright Orange. Сзади мы видим некое подобие экспедиционной багажной платформы с такими рейлингами для крепления багажа. Сверху у нас опять же рейлинги для крепления груза типа багажника. Здесь есть ветка-отбойники, сделанные из гибких осей, которые, к слову, вот здесь неплохо было бы немножко подрезать, ибо они торчат. По бортам идут вот такая вот защита порогов и двери. Спереди мощная трубчатая защита фар, и также она дублируется здесь. Здесь дополнительное освещение, есть два прожектора, а также две LED-люстры сверху. Также сзади у нас есть фары, поворотники, стоп-сигналы, в общем-то все. Кстати, эти самые фары здесь будут самым слабым элементом конструкции, в том числе задние. Они кажется, что здесь хорошо зажаты, но нет, они вот так вот легко оттуда вываливаются. Просто нужно знать, куда бить. Если не вдаваться в подробности, то модель, конечно, выглядит круто и очень вызывающе, притягивающе для потенциального покупателя. Хотя, если всматриваться, например, мне не нравится вот эта массивная передняя часть, вот этот вот нос, этот огромный поворотный стол. Наверное, его можно было заменить маленьким поворотным столом. И смотрелось бы аккуратнее. И вообще вот эта вся выпирающая носовая часть, она очень сильно мешает, на мой взгляд, той же проходимости, когда модель будет упираться в препятствие носом, прежде чем колеса коснутся. Кузов у модели легко съемный. Это уже скорее функция, но тем не менее вынужден показать. Здесь всего две оси по бокам и пин спереди. Вот таким образом он снимается, что гораздо более удобно, чем это было сделано в том же 93-98. Там он был в первую очередь подъемным, а чтобы его отцепить, нужно было уже прилагать усилия. Понятно, чтобы подчеркнуть экстремальный вид модели, нужно было какой-то яркий оттенок. Сюда подошел бы тот же лаймовый цвет, либо просто оранжевый. Возможно, для нас тот же лаймовый был более бы интересен, потому что у нас есть уже много лаймовых панелей, и дополнить их дополнительными какими-то панелями и балками было бы плюсом. По наклейкам все понятно, это автомобиль экстремальный, спортивный, однако мне не нравится тот факт, что здесь при декорации использовали черепа. Мое мнение как родителя, в этом нет нужды. Почему-то у нас экстрим ассоциируется со смертью, с черепами. Мне кажется, не то, что должно быть на игрушке. Лучше бы взяли просто и сделали камуфляжную расцветку вместо этих черепов. В Лего любят коверкать слова, делить их на две части и потом делать какие-то из них логотипы. Как, например, manifold, это переводится как патрубки, если я не ошибаюсь. Потом accelerate, это переводится как ускорение, ускоряйся. И вот тут есть такое слово engine, оно написано так вот специально с ошибкой. Похоже, в английском языке тоже есть какой-то албанский диалект по типу нашего «Привет, медведь». Вот эти маленькие панели здесь использованы черного цвета. При том, что деталь в цвете Bright Orange уже есть, она появилась буквально, может, в том году или в начале этого года. Тем более здесь эта деталь полностью заклеена наклейкой, которая у нас примерно соответствует такому цвету. Не знаю, почему ее здесь не применили. Возможно, что группа дизайнеров Lego City и Lego Technic, работая порознь, они не контактируют и не знают, кто из них и что выпускает в каком цвете. Возможно, этот набор был гораздо раньше уже закончен и завершен дизайн, потому менять эту черную деталь на только что вышедшую Bright Orange уже не было смысла. Бюрократия, понимаешь, по-датски. Колеса здесь те, что дебютировали на Ксерионе, они уже нам привычные, грязевые, и возвращение старых баллонных колес уже, в принципе, можно не ждать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время появятся аналоги данной резины, но в меньшем размере, на диске меньшего размера, потому как те баллонные уже, честно говоря, морально устарели, их давно пора отправить на пенсию. Вообще видно, что кузов сделан максимально минималистичным, то есть деталей минимум, вес у него небольшой, что положительно скажется на, во-первых, на цене набора сказалось уже положительно, во-вторых, скажется положительно на устойчивости модели, на ее весе. К слову, сам кузов сделан достаточно крепко. Я поднимаю за крышу, и здесь она крепится таким образом, что она не отваливается. А сейчас давайте перейдем к функции модели. Для того, чтобы рассмотреть функции, нам для начала, наверное, нужно снять корпус модели. Давайте мы это сделаем. И это у нас, пожалуй, первая функция, это быстросъемный корпус. Если вы быстро снимаете корпус, вы можете заготовить несколько вариантов кузовов для данного шасси и легко их менять под вашу нужду. Перед нами шасси. Шасси достаточно простое на вид, потому что здесь много дырок, и деталей, вы знаете, здесь не очень много. И оттого и удивительно, что они смогли сделать, по сути, хорошее шасси с хорошими задатками, с минимумом деталей. Здесь очень хорошая артикуляция, пожалуйста, посмотрите. Вот таким вот образом примерно я могу поднять
сделать скрещивание мостов. Подвеска, как видите, здесь независимая и стоят амортизаторы с небольшим ходом. Следует ожидать, что ход подвески здесь будет небольшой, однако дизайнеры пошли на ухищрение, они сделали переднюю часть рамы. По сути, у нас весь этот передний блок рамы, где двигатель для переднего моста, а также поворотный двигатель, они являются подвешенными на основной раме и поворачиваются за счет двух поворотных столов спереди и в середине. Это ухищрение позволило сделать ход подвески в 2 раза больше. То есть, если бы мы делали только за счет одних амортизаторов, это было бы вот такое вот унылое зрелище. Видите, я поднял колесо, едва поднял его на высоту, наверное, 4 сантиметра. По сути, хитрость, но тем не менее, это не лишает возможность краулера полноценно прыгать. Итак, я уже касался коротко вот этой вот детали, ключевой детали набора. Это новый планетарный редуктор ступица. Вопреки ожиданиям, максимальный угол, при котором работает привод, вставленный в данную ступицу, он оказался всего лишь чуть-чуть больше, чем у старых приводов. И смотрите, что получается. Если бы мы поставили, точнее, если бы дизайнеры поставили сюда те самые длинные амортизаторы длиной 9,5, то у нас ожидаемо был бы большой ход подвески. А где большой ход подвески, там получается у нас большой угол будет изгиба приводов. Ну и к чему это приведет? К тому, что у нас в крайних положениях вряд ли будет работать привод. Либо же этот амортизатор будет искусственно чем-то ограничен. Поэтому ставить сюда длинные амортизаторы, пусть они и более жесткие, энергоемкие, но ставить сюда их смысла никакого не было. Давайте мы посмотрим клиренс. Мы видим, что сзади у нас рычаги, как и положено независимой подвеске, используют весь свой, скажем так, положительный момент. Это тот факт, что у нас снизу под редуктором очень хороший просвет идет. Но если мы вернемся к переднему редуктору, мы видим, что рычаги здесь почти параллельны земле. И если мы поставим рычаги здесь под таким углом, как сзади, то у нас не останется свободного угла для поворота колес. Это понимаете, как будет, что мы максимально используем весь угол привода, а при повороте колес у нас будет все. И, соответственно, пожертвовали клиренсом. Мы видим, что здесь клиренс у нас 4 студа. На самом деле клиренс небольшой, и он даже, насколько я вижу, меньше, чем у краулера 93-98. И это, по сути, его очень сильно ограничивает при заезде на какие-то препятствия, особенно если вы едете по каменистым препятствиям, где у нас какой-то булыжник может попасть легко между колес, и вы просто упретесь в него. Самая низкая точка машины. Вес шасси здесь смещен к задней оси, потому как батарейный блок, вес получается смещен назад. Как это сказывается на проходимости? Да по сути никак. У нас машина не предназначена для очень крутых испытаний, и вот подобного рода высокие подъемы в стандартной комплектации она вряд ли будет преодолевать. Поэтому наличие батарейного блока сзади никоим образом здесь не ухудшает проходимость. Более того, я скажу, что устойчивость модели очень хорошая. Очень хорошая. Если мы вспомним краулер 93-98, он в этом положении сильно кренился на бок. Даже если я сейчас одену кузов, то ситуация не сильно изменится. Модель очень, я скажу, устойчивая. Переходим с вами уже к функциям движения. За функции движения здесь отвечают, как и в краулер 93-98, пара моторов. Каждый мотор независимо питает свою ось. Один мотор назад, другой мотор вперед. Что отличает данный краулер от 93-98, данный внедорожник, простите, это то, что здесь после моторов скорость вращения валов не уменьшается ступенчато, как в краулере, а наоборот даже увеличивается 2 ступенями. 20-12, потом еще раз 20-12. Таким образом у нас привода, входящие в ступицы, они вращаются еще быстрее, примерно, почти в 4 раза быстрее, чем на выходе из моторов. И этот момент очень сильно работает в пользу безопасности трансмиссии, потому как у нас максимальное понижение происходит уже в планетарных редукторах. И здесь это понижение 1 к 5,5. И если мы представим, что моторы, которые используются здесь на привод, они один в один по мощности, как на краулере на старом, они действительно очень схожи, то получается, что у нас крутящий момент, который приходит на колеса уже на ступицы, здесь составляет примерно, коэффициент так условно 0,36. На краулере этот коэффициент понижения составляет порядка 0,15. Это говорит нам о чем? Что здесь крутящий момент на колесах более чем в 2 раза меньше, чем на том краулере.
При этом скорость будет примерно в 2 раза больше, но учитывая, что здесь еще большие колеса, то скорость здесь будет, наверное, раза в 2,5 больше, чем у краулера, ну и, соответственно, крутящий момент 2,5 раза ниже. Поэтому уже даже оперируя этими цифрами, мы еще с вами не запустили модель, но мы уже понимаем, что она ездит быстрее, но проходимость у нее хуже, чем у 9398. Это факт. И это очередной шаг в сторону безопасности и сохранности игрушки в целостном состоянии при игре детьми. Кстати, по этой же причине последователя XL мотора в новой системе, к сожалению, не предвидится. Ну и последнее, что мы здесь должны посмотреть, это рулевая система. Рулевая система здесь, к сожалению, люфтит. Люфтит она в стоячем положении с включенным блоком питания люфтит. И это гораздо сильнее, чем было на краулере. При этом при езде какого-то дискомфорта я не испытал. У колес хороший угол поворота. Правда, есть такой нюанс, что при резком повороте из крайнего левого, например, в крайнее правое, происходит какой-то хруст внутри. Я пересобрал рулевую, проверил, от хруста так и не избавился. Кстати, рулевая система здесь тоже сделана безопасно. Здесь имеется целых 2 рулевые рейки. Одна, по сути, ведущая, другая, ведомая сзади, нужна для того, чтобы избежать выскакивания ведущей рулевой рейки. Давайте мы с вами уже запустим эту модель. Для модели используется приложение Control Plus. Это специальное приложение, которое работает только с данным техник-блоком. Причем в будущем можно будет использовать универсальное приложение Powered Up, а также приложение сторонних разработчиков, так как открытый исходный код, он уже выложен давно. У меня, к сожалению, пока бета-версия приложения. Возможно, как выйдет официальное приложение, я внесу какие-то корректировки в обзор. Возможно, при первом запуске оно попросит у вас обновиться. В моем случае нет. Он говорит, нажмите на зеленую кнопку. Все. Пошел Connect. Все, вы видите, произошла сразу калибровка сервомотора. Я сказал, что оба мотора, и ведущий, и поворотный, они являются по сути сервами без нулевой точки. Смотрите, при запуске машины появляется даже звук холостого двигателя. Когда газуем, очень маленькие на самом деле слайдеры, и точность управления с ними будет хромать. Звук, соответственно, идет из смартфона, не из блока. Это, конечно, не очень интересно. Интереснее бы, чтобы звук шел прямо из машины. Вот это поворот колес, слайдер влево-вправо. Там даже какая-то анимация есть под слайдерами. Также мы видим, есть углы наклона, продольный, поперечный. Видите, критический угол достигается, начинает какой-то скрип, пикание идти. Предупреждающий сигнал. Мы видим, что угол у нас продольный немножко скачет. Это потому что морда у нас немножко наклонена по отношению к задней части, поэтому блок находится неровно. Ну а с помощью поперечного угла мы в принципе можем с вами делать ремонт дома, замерять угол стен, подоконников. Ну или просто когда вешаем картину. Тахометр и спидометр посередине, они тоже работают вместе с рычагом. Мы даже видим, что там максимальная скорость есть. 3-4 км в час. Это, конечно же, неправда. Машина так не ездит. И я не знаю, как у нас работает показатель топлива. Возможно, при посадке батарей он начнет каким-то образом давать о себе знать. Это первый тип управления. Второй тип управления — это вот таким образом так называемый управление одним пальцем. Мы просто тут, видимо, угол задаем, а потом просто указываем пальцем, куда нам ехать. Если перед машиной, значит прямо. Если за машиной, значит назад. Если в сторону, то, соответственно, она поворачивает. Сомнительное удобство, может быть, для ребенка будет удобно, мне вообще как-то нелогично показалось. Кстати, вот мы видим угол поворота. Блин, надо еще не уронить машину со стола. Так, что еще мы можем видеть? Здесь есть какая-то центровка, видимо. Да, эти звуки иногда напрягают. Смотрите. Кстати, я забыл упомянуть, что в трансмиссии есть само собой дифференциалы и в заднем мосте, и в переднем. И это тем самым спасает машину от каких-то неприятных ситуаций, связанных с поломками ходовой. Угол поворота, как мы видим, в принципе, достаточный. Ну, по рулевой системе у нас вот так вот.
По-моему, угол поворота достаточный. Есть такая особенность, она хрустит, когда мы делаем поворот из крайнего левого вправо и обратно. Такой неприятный звук, я пересобирал рулевую систему, причину не нашел. Мои коллеги тоже интересовался по обзорам, они сказали, что у них тоже такой же хруст имеется. Ну и кроме того, сама рулевая система, она люфтящая. И еще, кроме управления пальцем, есть еще третий режим работы. Это режим достижения, задачи, достижения. Вот, например, первое достижение – это какая-то шпилька. Нужно, видимо, доехать до куда-то и развернуться. Ну вот он говорит, проедьте 25 метров вперед. Ну, надо ехать, мне негде ехать, давайте мы сымитируем езду. Как быстро мы 25 метров проехали. Теперь нужно развернуться на 180 градусов направо. Как мы это сымитируем сейчас? Давайте попробуем ехать и поворачивать. Все, смотрите, мы обманули его, а теперь едем типа назад. Вот первая ачивка Hairpin. Спасибо. О, какой-то лес дикий. Он показывает все виды достижений. Поиграть 1 час. Слушайте, ну это какая-то просто дичь. Я не готов. Кстати, после поездки я просто свернул приложение, а блок питания по-прежнему горит. Это говорит о том, что у нас сопряжение до сих пор действует, и чтобы у нас выключился блок, достаточно просто закрыть приложение или выключить Bluetooth. Хоп. Так, ну давайте опробуем сейчас классическую систему управления. Скорость машины достаточно большая. Мы видим, что это быстрее, чем у Краулера 9398. И еще такая особенность есть у него. При сбросе газа, когда машина катится по инерции, слышно такое характерное лязгание, шум шестеренок. Но я могу объяснить это тем, что скорость вращения приводных валов очень высокая, потому что там есть двойное повышение. Поэтому, когда мы бросаем газ, быстро вращающийся вал, возможно, он начинает каким-то образом шуметь на большой скорости. Давайте мы сделаем первый тест. Мы попробуем проехать через корвет. Мы видим, что ему это дается не с легкостью, скажем так, но тем не менее. Если мы проедем прямо по носу, то это будет легче, потому что нос у нас немножко острый. Ну, кстати, нет, разницы я не заметил. И вот я думаю, что если мы поедем сейчас так, то машина не сможет преодолеть препятствие. Достаточно большая ступенька для обоих колес сразу, плюс еще торчащий нос. Удивительно он это сделал. А вот заднюю ось закинуть уже не может. Возможно, потому что идет не с разгону. Давайте пробуем так вот. Видим, что ступеньки ему дается тяжело. Если по диагонали, то это легче. Но опять же, вот он сел на него и все. Так, давайте теперь сделаем что-нибудь поинтереснее. Например, проверим, какой угол может взять машина. Я думаю, что я буду рукой держать. Кстати, углы можно мерить одной замечательной функцией, которая здесь встроена, клинометр, или как это правильно, гироскоп, в общем. Только мы будем пользоваться с вами не продольным гироскопом, а поперечным, потому что продольный гироскоп дает небольшую погрешность, блок управления находится немножко в наклоненном состоянии изначально. Поэтому углы измерять им, если вы будете делать ремонт, то вот лучше вот таким вот образом мерить углы, именно поперечным наклоном. Кстати, мы прекрасно видим сейчас, что машина очень устойчива для своих размеров. Так, приложение, тише давай. При подобных углах краулер 5-летней давности или даже уже 7-летней давности, он при таких углах уже сильно кренился, потому что там нет стабилизаторов, оба моста загибались, и машина у нас уже бы наверняка упала. Вот. Смотрите, предельный угол здесь 42 градуса. Вот на 39-40 она стоит. В этом случае тоже падения не будет, потому что она просто скатится у нас. Даже если мы затормозим колесо, нет, она не упадет. 20 градусов. Поехали.
20 градусов берет. 25. С натягом. 30. Мы видим, что уже задняя ось застопорилась. Все. Включилась защита, отрубился и передний мост. Кстати, защита здесь срабатывает так же, как и на старых моторах. Здесь по моторам ограничение примерно 0,4 ампера. Это даже не моторы, это встроенный драйвер, который управляет двигателем, он встроен в блок. Он такой же, как в бусте, такой же, как в блоке питания для поездов. И, кстати, такие же драйверы стояли в старой системе, то есть по электрике у нас, по сути, ничего не поменялось. Изменился только способ управления электрикой. Это через Bluetooth, через телефон, а все драйверы, управляющие моторами, и сами моторы, более того, они внутри наверняка не сильно поменялись. Так вот, этот драйвер позволяет максимум потреблять тока мотором в пике 1 ампер, а при продолжительной работе это всего 0,4 ампера, то есть 400 миллиампер. Вот 28-29 пробуем взять. Не очень. Угол работы, угол подъема для данной машины составляет примерно 25 градусов. Еще один момент, о котором я не сказал, я использую исключительно батарейки перезаряжаемые, которые, как известно, дают напряжение 1,2 вольта с одного элемента. Это значит, в сумме у нас на блоке питания не 9 вольт, 7,2 вольта, представляете? То есть, если мы поставим сюда батарейки щелочные, какие-нибудь там Duracell или Energizer, новые, дорогие, они, конечно, вас порадуют минут 5 максимум, а потом они упадут до напряжения такого же, как у аккумуляторов, а то и хуже. Поэтому нет смысла тратиться на эти дорогие батарейки. Я думаю, что обычные аккумуляторы, желательно качественные. Я, например, использую икеевские, они меня никогда не подводили. Конечно, есть лучшие аккумуляторы с большим напряжением, возможно, даже. Но вот простые икеевские меня не подводят, и они полностью заряжены были перед тестом. Тест на диагональное вывешивание. Вот такое препятствие у нас есть. Его триальщики уже давно опробовали на своих трофейных и триальных машинах. Знаете, по прямому маршруту проходит хорошо. Если мы сейчас попробуем проехать по вершине этого возвышения, то наверняка у нас будет диагональное вывешивание. Слушайте, нет. Ходов подвески хватает. Правда, тяги, вот сейчас мы видели, если идти не сходу, тяги может не хватить. Легко идет по этим препятствиям машина. Практически ни одного вывешивания. Отлично. Отлично. Все-таки качающийся передний мост, это здесь прямо тем. Я думаю, мы уже примерно представили себе способности машины. Но вот есть такой трек еще. Я надеюсь, его хорошо видно будет на съемке. Это очень такая трасса. Каменистая, напоминает ручей какой-то в расщелине скалистой. Ух, чуть машина не улетела. Ничего себе. Спутал зад и вперед. Педали попутал, как говорится. Ох, нет, ребята, не хватило ему сцепления. Смотрите, не потянул он это препятствие на стандартных колесах и стандартном передаточном отношении. И, скорее всего, не потянет, поэтому давайте с обратной стороны попробуем заехать. Здесь проблем не должно быть. Ух. Заехал, но не без проблем. Вы знаете, чего он боится? Он боится, когда у него мост, неважно, передний или задний, одновременно наезжает на какой-то порог, на какую-то лесенку, одновременно двумя колесами. То есть, если мы вот с такой стеной сталкиваемся, то он встает. Если мы поочередно колесами проезжаем через препятствия, то он поочередно их перекидывает, и проблем у него не возникает. В общем-то, скажу я, что по проходимости он хуже, чем старый краулер, по крайней мере, если их сравнивать в стоке, тот и этот. Он похуже немножко будет, и он гораздо хуже тех реальных машин, которые мы используем для индора, даже в меньшем размере, без порталов, без этих редукторов колесных. На 62-х колесах машинки реально ездят лучше и мощнее, даже без каких-либо буизов.
Да. Только труба. В стоке эта модель не более чем катать по полу, по каким-то мелким препятствиям, по разбросанным тапочкам, книжкам, мостикам самодельным, может быть там кошку переехать или хомячка, но лучше не надо. Вот примерно так вот. Но мы же понимаем, что мы здесь. Переходим к следующему разделу – модификации. Итак, если вы триальщик, вы знаете секрет успеха, как можно модифицировать машину, чтобы она ехала чуть медленнее, но заметно тяговитее в горку. Что мы знаем про тюнинг? Это то, что мы меняем передаточные отношения. В краулере было проще, там просто меняли... меняли шестеренки в портальных редукторах, это нужно было 4 комплекта шестеренок иметь. Здесь же гораздо проще это делается. Ну, во-первых, планетарные редукторы в колесах, они не вскрываемые, то есть мы с ними ничего не делаем. Поэтому движемся выше. Выше у нас по течению это ступенчатые повышения после мотора, идущие к дифференциалам. Так вот, здесь, я не знаю, специально это или нет, но мне кажется, разработчики это просто предусмотрели. Я варварским методом сейчас. Сзади это делается очень просто. Вот таким образом мы достаем деталь бисквит. Вот эта деталь бисквит достается. И мы просто меняем местами две шестерни. Черную наверх ставим, а бежевую вниз. Что нам это дает? Как помните, я говорил, что коэффициент понижения в стандартной модели составляет 0,36. Если мы просто поменяем вот шестеренку здесь и спереди точно такую же, которая скрыта вот за этой конструкцией, нужно немножко побольше ее здесь разобрать. Если мы поменяем просто вот эти две шестеренки местами спереди и сзади, то мы получим коэффициент понижения, знаете какой уже? 0,13. Это уже более чем в 2 раза больше в крутящий момент, ну и соответственно столько же раз меньше скорость. Можно поступить по-другому. Тут, конечно, в комплекте нет шестерней на 14, но если мы поставим просто здесь 2 на 14, 1 к 1 передачу, и здесь также 2 на 14, то у нас будет промежуточное значение 0,21. Это все же меньше тяга на колесах, чем на краулере, но если мы хотим иметь баланс между проходимостью и скоростью, то это будет, наверное, золотая середина. Более того, если мы хотим двигаться дальше, мы можем зайти глубже. Там есть еще одна такая передача 20 на 12, которую мы также меняем, и мы получаем еще более мощную тягу на колесах. Другой вопрос, надо ли это, потому как иногда действительно нужно препятствие проходить сходу, нужна скорость, разгон какой-то небольшой. Если же у нас будет очень медленно плетущаяся машина, а колеса при этом шлифуют, то никакого толку не будет. Отсюда следующий вариант тюнинга – это замена колес. И если мы вспомним 93-98, то первые варианты тюнинга были, это просто меняли колеса на пауэрпуллеры. Там они смотрелись более-менее, потому что пауэрпуллеры жирные, огромные, и машина смотрелась как Monster Truck. В этом случае у нас все-таки видно, что это машина спортивного плана, не Monster Truck, и ставить сюда пауэрпуллеры, которые, кроме того, что они безумно дорогие, они еще и безумно бестолковые, они тяжеленные, то есть один пуллер весит порядка 250 грамм, это значит прибавка в весе у нас составит почти килограмм здесь. В сравнении с этими колесами это существенная разница будет. И кроме того, что у нас колеса тяжеленные будут, большие, они еще и большое плечо обкатки при движении. Там это нормально было, потому что краулер был неустойчивый, и ему лишний вес снизу на мостах, он его держал более стабильно на препятствиях. Здесь же этого не надо, поэтому здесь мы смотрим в сторону RC колес, которых развелось за последние годы просто множество. На Алиэкспрессе вы можете купить комплект до 1000 рублей даже, поставив сюда, это будет гораздо лучше, чем те же пауэрпуллеры. И колеса можно купить абсолютно разные, появились даже качественные какие-то питбули. Кстати, питбули сюда тоже можно поставить, если найдете вариант 1,9 дюйма. Запас по размеру колес здесь очень хороший. Ближайшая точка, которая может вам запретить это сделать, это, наверное, вот этот вот бампер, который может большого колеса касаться. Но вы этот бампер уберете. Все, то есть понижение, запас хороший по понижению. Даже если вы поставите колеса сюда, я не знаю, 130 мм, если такие войдут, конечно, здесь в конструкцию, то вам хватит запаса для понижения. И более того, дальше вы можете даже к дифференциалу убрать и поставить там передачу либо 1.1, либо даже
12-20. Это еще одно понижение. Я не знаю, там уже коэффициент, наверное, будет конский, наверное, в районе 0,05. Другой вопрос, надо ли вам такую медленную скорость? Я думаю, что нет, потому что здесь есть риск, что вы можете где-то на препятствии просто сломать планетарный редуктор. Как вы поняли, это были только трансмиссионные доработки. В связи с тем, что здесь кузов снимается гораздо проще и легче, чем на предыдущем краулере, то у нас гораздо легче его, соответственно, сделать другим, модифицировать, и гораздо легче менять эти кузова просто вот как перчатки на каждый день. Мне кажется, что конкурс по новому кузову в рамках сайта Ideas Contest, я думаю, он не за горами. Это все по модам. Еще раз, это трансмиссия. Второе, это колеса резиновые, просто огромный запас по колесам. Третье, это кузов. Вот вам, пожалуйста, это абсолютно гениально разработанная модель, где есть все возможности, заложены уже изначально для того, чтобы продвинутый пользователь смог выжать из модели все. Не говорите мне, что она очень медленная, что она при этом еще непроходимая. Это просто отличная модель. Это, хоть она из коробки у нас является внедорожником, то по факту это хороший потенциал для краулера. Пожалуй, с единственным минусом это низкий дорожный просвет под передним мостом. B-модель. К сожалению, с B-моделью здесь что-то не срослось. Возможно, им не хватило деталей кузова верхнего, чтобы что-то сделать лучше. Или им не хватило времени, чтобы с нуля спроектировать вторую модель, при этом, чтобы она оставалась такой же проходимой и надежной, как основная модель. Либо же они просто оставили возможность создания B-модели нам, сменив кузов, сменив верхнюю часть кузова на свою. Честно говоря, я редко собираю B-модели, потому что в большинстве случаев они гораздо хуже основных моделей. Вперед, стройте! Это один из самых ожидаемых наборов, во-первых, благодаря электрике. Как она себя поведет? Многие из вас ожидают, что он будет гораздо мощнее, чем все, что было раньше. Но по факту мы получили те же моторы, но при этом дали нам очень крутые ступицы, которые помогут нам моторизировать не только данную модель, но все, что было до этого. Все эти суперкары, все, да, вплоть до Porsche, Bugatti. Конечно, с данными редукторами планетарными вы не добьетесь мощной скорости. Даже если с багги-мотором запустите, то они будут очень медленно ехать. Но в то же время эти редукторы, они идеальны для больших машин с большим весом там, за 2-3, даже 4 килограммам. При этом они обладают очень хорошим крутящим моментом, сохраняя при этом коробки передач, редукторы. Все, что будет у вас до колес, очень хорошо сохранится. В этом плане, конечно, эта деталь идеальна. Многие из вас будут хейтить, потому что электрику нельзя крепить к одному порту несколько моторов. Несовместимость, малая мощность, мощность по сути та же осталась. Пока модель не подешевела, она все равно будет выпускаться 3 года, и подешевеет она может быть уже через несколько недель или месяцев после продаж. Я уверен, ее купят и те, кто хочет ее купить прямо сейчас, и те, кто сомневается, и те, кто хейтит ее сейчас больше всех. Вы тоже купите эту модель. Переход на новую электрику это уже неизбежность, парни. И выжимать последние соки вы можете, конечно, выжимать сейчас, скупать последние наборы, этот вездеход с L-моторами или 42070, кстати, хороший тоже ресурсник для тех, кто хочет продолжать хобби, у которого уже есть электрика и который не хочет переходить в новую систему. Вы можете взять еще 42070, он отличный набор. Давайте, я сейчас назову просто несколько плюсов данного набора и минусы. Это хороший ресурсник в первую очередь для тех, кто только недавно в Лего, или, возможно, даже это его первый набор будет, потому ему абсолютно без разницы, какие тут моторы, как они совместимы со старыми системами. Хороший ресурсник для начинающего триальщика. Конечно, деталей будет немного, но вы познаете азы, как строить, и уже будете докупать себе какие-то моторы в дальнейшем, моторы, не моторы, наборы с панелями, с балками. Далее мы переходим ко второму пункту, на котором я только что закончил в первом. Это панели-балки. Здесь их реально мало. То есть, если вы хотите строить что-то, какие-то кузова новые, альтернативные, здесь мало деталей. И это в то же время его плюс. Почему? Потому что вы получаете, по сути, ресурсник с минимумом лишних деталей. Вы получаете колеса, подвеску, немаловажно новые редукторы и новую электрику в полном размере для постройки всех управляемых машин. Следующий плюс — это, конечно же, классный вид. Машина реально классная. Ее, если поставить рядом со старым краулером, она мне больше нравится. Не потому, что она проработана, хуже она проработана на самом деле, а потому, что у нее яркий, агрессивный внешний вид. И колеса здесь, конечно, эти вот зубастые, они лучше подходят, чем те
шарики, которые стояли у краулера. Далее, четвертое. В базовом исполнении модель может быть очень хорошей и, что очень важно, безопасной игрушкой для ребенка. Конечно, пятилетки я не рекомендую давать там, да, но уже ближе к школе, если ребенок сознательный и аккуратно играет с игрушками, то это будет хорошая радиоуправляемая модель. Возможно, он задаст с вами вопрос: папа, почему она не едет в горку, почему она не триалит, так как тех у ребят, которых мы видели на триал-фесте или в лесу в парке. Я все рассказал, как его можно улучшить. Сломать ребенок может его только если он его реально уронит или наступит или запнется. Еще один хороший повод его купить для коллекционера, который может себе позволить купить данный набор даже из-за этих вот ступиц. Хотя, конечно, это нерационально. Ну и чтобы ощупать новую электрику, возможно, тоже ему это будет интересно. Всех остальных, наверное, имеет смысл все-таки купить ступицы отдельно. Они появятся в продаже, я думаю, что они будут стоить недешево, потому как даже компания Lego будет их продавать недешево для того, чтобы вы покупали эти наборы. Если вспомнить коробки передач Bugatti, они до сих пор в Lego сервис, то есть напрямую, если покупать у Lego, но это у нас недоступно, они там стоят по несколько евро, вот эти маленькие детальки, это дорого. Итак, у нас получилось 5 плюсов, это хороший ресурсник для начинающего, ресурсник для того, кто уже в опыте в теме, хотя, конечно, уже менее привлекательная. Далее, это хорошая игрушка с классным внешним видом, ну и единственный минус, который я могу назвать, это новая электрика. Безусловно, вызывать будет отторжение у всех, кто уже с опытом имеет много лего, которому эта электрика будет несовместима в плане электрики со старыми моторами. И проблема не только в новых коннекторах, которые нельзя совмещать друг с другом. Более проблема для тех, кто обзавелся бувизами, S-бриками. То есть, по сути, вам предлагают перейти обратно на низкое напряжение, на низкую мощность. Конечно, с бувиза это уже нам не захочется делать. Новый размер моторов требует адаптации старых самоделок под новую электрику. Но это меньшая проблема, и со временем мы, конечно, это решим. Я намеренно не говорю про слабую проходимость модели, потому как я сказал, что это полноприводный экстремальный внедорожник. Это не краулер. Но при этом разработчики как будто знали и сразу заложили для нас все возможности для тюнинга. Ребенку они недоступны, возможно, будут, но если вы хардкорный строитель, вы сразу же знаете, куда лезть, что менять, чтобы эта штука превратилась в реальный краулер. И это реально крутое в этом наборе. Итак, вы все еще не поняли, покупать вам его или нет. Если вы сторонник старой школы, не торопитесь. Модель будет 3 года, и скидки еще на ней будут. И, возможно, будет обновление программного обеспечения. Поэтому, если вы не знаете, куда вложить деньги, купите, я не знаю, 42070, он скоро уйдет. Хороший, на самом деле, ресурсник, и портал, и колеса, и XL-мотор, которого, кстати, скоро тоже не будет. Если же вы думаете покупать, может быть, бэушный краулер 9398 или эту штуку, забудьте этот хлам уже реально, потому что там уже и переломанные провода, и умирающие V2 приемники, которые при нажатии на газ там буквально проезжают несколько сантиметров и тухнет он. Не знаю, что происходит, возможно, там какие-то конденсаторы высыхают или что-то еще, но факт есть факт, я уже неоднократно слышал, что эти модели покупают бэушные, и они не едут, то есть надо сразу менять приемник на какой-нибудь S-брик или бувиз. Провода поломанные, далее трещины в амортизаторах, то есть там верхние точки крепления с трещинами, то есть аморты, та суть, ради которой этот набор многие берут, они бывают уже сломанные. И вообще это как спор, знаете, между фанатами Супры, которые сейчас хаят новую Супру на базе BMW, кстати, нормальное шасси BMW-шное и движки нормальные, и все эти старые JZ свои пихают, ну не нужны эти прожорливые движки, они уже морально устарели там и... А на новую электрику перейти все равно придется. Так что деваться вам, парни, некуда. Далее будут оценки. Я надеюсь, вам понравился обзор. И, конечно, не дал вам ответа на то, покупать его сейчас или нет. Я думаю, что если очень сильно горит, берите. Если есть возможность подождать, подождите. Но вы его все равно возьмете, потому что эти детали просто огненные детали для любой самоделки с прицелом на проходимость. Ну все, до скорого, пока. Подписывайтесь на мой канал и лайки ставьте, комментарии обязательно оставляйте. Мне это очень важно. Я стараюсь отвечать на все комментарии, которые вы пишете, которые, по крайней мере, по теме обзора. Ну и мой инстаграм и ссылка на второй канал. Все, пока. В России данный набор вы можете купить в сети сертифицированных магазинов Lego. Ссылка на магазин в описании.